Есть два состояния одновременно. Состояние непрерывной длительности, которой почти нет конца, и состояние опрокидывания в разложение для тела. Оба состояния постоянно находятся рядом. И выбор, постоянный выбор, действительно основывается на опоре. Опереться на божественное сознание по отношению ко всем вещам и ежесекундно, или же перестать опираться на него, и тогда ты скатываешься в неведение. Действительно, в какой-то период работы на пути сознательной духовной эволюции, это уже на более поздних этапах, это не в самом начале, вы начинаете явственно ощущать, как новая супраментальная жизнь начинает болезненно пробиваться сквозь прочный пораженческий заслон физического ума, который выставлен против новой жизни старым смертным существованием. И в этой ситуации очень важно сделать правильный выбор и не погрязнуть в сомнениях, не впасть в уныние, а полностью довериться божественной силе. Потому что кто кого, либо смертная жизнь тебя, либо ты ее. Вот такое пограничное состояние. Здесь в полной уверенности ты победитель. Никаких сомнений в правильности того, что с тобой происходит, быть не должно. Вот ко мне часто подходят люди вот на этих же этапах пути, когда у них возникает сомнение, а правильно я делаю, вот чего-то меня вот захлестывает там какое-то состояние, которое до этого не было, может быть, я не то делаю, не так делаю. В общем-то, когда поближе к финишу, надо, чтобы смертная жизнь, она просто перестала существовать. То есть затрагивается тот самый пласт, который заведует этой смертной жизнью. И когда он затрагивается этой энергией, то происходит действительно болезненное состояние, что ты как не понимаешь, то ли ты будешь жить, то ли помрешь вдруг. Но не так остро, как-то смутно. То ли опять вернулось то, что было когда-то. На самом деле это не так. Это просто финальная схватка жизни вечной со смертью. И вот здесь надо тоже правильно это состояние пережить. Это я говорю уже о поздних этапах, кто только начинает, там еще не до этого. Просто спустя несколько лет вдруг у вас возникает сомнение, туда ли я иду, а правильно ли я иду. Потому что состояние подъема, все больше вы присутствовали в состоянии возвышенном, потом вдруг вы чего-то погружаетесь в нечто, что заставляет вас сомневаться в правильности того, что вы делаете. Никаких сомнений быть не должно, ибо на все его волю сказать: Господи, все, что будет, я готов принять. То есть правильная позиция – это никак к этому не относиться. То есть не включать ум, чтобы ум не анализировал то, что с вами происходит. Как только ты включишь ум, он начинает анализировать, ты будешь топтаться на месте. Поэтому я говорю о пользе существования без ума. В духовной работе это вообще чудо. Нет ума, то вы победитель. Понимаете? Вот так на самом деле. Потому что ум создает проблемы на пустом месте, которые на самом деле не существуют. Ведь более 90% проблем, которые мы называем проблемами, пытаемся их разрешить, это продукт ума. Это виртуально вещи, которые не существуют на самом деле. Ум их выдумал. Создал проблемную формацию, и вы в ней живете, вы в нее верите. Вот у вас сейчас есть у кого-нибудь проблемы? Есть вообще по жизни. Вот когда вы меня слушаете, нет проблем? То есть ум молчит, значит, проблем нет. Где они возникают? А существуют они? Вообще, на самом деле, если когда ум молчит, их нет. Да нет их. А если бы ум молчал навсегда, то проблем бы не возникало, а если уж возникли до момента молчания ума, то они бы естественным образом разрешились сами, плавно и мягко. Если они действительно проблемы, я не говорю о виртуальных вещах. Видите, только ум. Наше последнее приобретение создает, бесконечно тиражирует и множество этих проблем. Последнее приобретение на эволюционной лестнице – ум. Яблочко Адам с Евой покушали, да? С древа познания. Вот это древо познания у нас аукается до сих пор. Там создаются все проблемы. Это так на самом деле. В молчащем уме проблем нет. И они разрешаются до их возникновения. Понятно? Они просто не возникают. Вот это чудо.
А вам чудо, мироточение икон подавай, Богородица, чтобы спустилась с небес, там, или еще видение ангелов. Вот чудо-то. Чудо жизни новой, в благодати, в радости, в свободе. Вот это чудо. А вам чудо вот внешнее, дай вам внешнее чудо. Смотрели «Праздник святого Иоргена», фильм старинный, немой фильм. Там Ильинский играет, и Торов. Вот чудесный фильм, вот там чудо. Там договорилась католическая церковь с лжеинвалидом, вот что он, явится с небес, там, ангел с крыльями, и исцелит при народе, он костыли отбросит и будет плясать. Вот такой фильм. Это по агиткам в советское время первые вот фильмы были, как раз когда церковь развенчивали. Фильм совершенно блестящий. Вот вам чудо. Как заплясал этот вот костыли отбросивший. Все обрадовались, народ прям ползает к нему, целует его, лапти, обмотки там, вот все. Вот чудо тебе. Вот вам этого чуда надо, да? Или чудо новой жизни? Чудо исцеления, да? Чужого или собственного? Собственного – это от дури. Если так в один момент произойдет, то хорошо. Не мучиться вам. Вы знаете, как интересно? То есть чудо новой жизни. Вот главное чудо. Вот для этого, ради этого чуда мы родились-то. Пришли сюда, на эту землю. Вот это чудо должно состояться. Мы все ждем каких-то внешних чудес, чудеса физики, полеты на Марс, мною в ковчег, там, еще куда-то. Вот давайте хоть начнем с простого. Может, на этом и закончим? А? Вот чудом новой жизни, вообще-то мы должны здесь озаботиться, и чтобы она действительно, это чудо стало нормой. Вот что мы должны сделать, вот что главное. Это непрерывное переживание днем и ночью, и такое насыщенное, и такое интенсивное, что это невозможно описать, словно я ежеминутно делаю открытие. Так вот, когда ваше сознание только начинает постоянно находиться в текущем моменте времени, начинает держаться вот на этой волне здесь, сейчас, то есть пребывать уже не в линейном времени вы начинаете, а в вертикальном, потому что обычное сознание ментальное, оно существует в линейном времени. А новое супраментальное сознание в вертикальном времени. Знаете, это здесь и сейчас. То есть здесь большая разница. Вот символ креста, вот крест, да, вы знаете крест, вот это. Для меня это символ того, что вертикальное время, время от Господа, да, нам дарованное, оно полностью, вот это линейное время, в котором мы живем конечное, оно его полностью аннулирует. Вот это вертикальная составляющая, есть время здесь, сейчас. Вот они, отсечки. А мы живем в вертикальном времени, когда смерть, явление естественное, потому что от и до. Вот это вертикальное время должно, вернее, вот это линейное время должно быть повергнуто. Новое сознание должно существовать каждое текущее мгновение. Вообще гениальные слова вот Дербенева в песне «Есть только миг между прошлым и будущим», и именно он называется «Жизнь», это действительно вот вся физика тут. Потому что нет ни прошлого, ни будущего. Есть только миг, который вбирает в себя и то, и другое. Он убивает прошлое, родит настоящее, и в то же время является будущим. Миг. Все в одном. Вот оно, вертикальное время. Мы в конечном счете должны быть настроенными на вертикальную, на божественную волну и существовать в вертикальном времени. А мы все в линейном. Мы либо в рассудке, либо опережаем в эмоциях, мы болтаемся то туда, то сюда, то туда, то сюда, и никогда не живем на божественной волне. А наша задача с точки зрения физики сознания – вернуться на божественную волну, настроиться на божественную волну, то есть вернуться в вертикальное время. Там, где нет длительности, а есть каждый миг, который проживается как живая жизнь. Причем в благодати, в радости. Вот к чему мы должны прийти. И действительно, когда мы живем в вертикальном времени, живем здесь, сейчас, то перед нами, то мы делаем маленькие занимательные открытия. Буквально в течение дня их бывает много. В обыденной повседневной обстановке вам являются маленькие чудеса, которые делают вашу новую жизнь, супраментальную жизнь, одним большим, длящимся чудом. Оно вот не перестает, это чудо, длиться и быть. Жизнь становится чудесной. Как это вот чудесной? Вот непонятно.
Ну, конечно, уму непонятно. Вот пока ум не остановится, и пока новое сознание не возобладает, вот, при условии молчания ума, тогда вы и до тех пор вы не сможете понять, что такое называется чудом благодатным, жизнь, вот новая жизнь. Потому что ум вам съедает всю благодать. Благодать жизни съедается умом. И вуалируется эмоциями. Вы в радости думаете, что это благодать, эмоциональная радость. Это тоже убивает благодать. Умом съедается благодать, а эмоциями убивается благодать. Женщины все эмоциональные, они думают, что они благодатные, они благодать скрывают, они ее вуалируют. Благодать-то есть, они ее эмоциями прикрывают. Это глупо.